Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете найти на главной странице сверху, там где написано «Главное», «Видео», «Плейлисты», «Сообщество», «Каналы», «Канале» и так далее. То есть вот вы проваливаетесь получается, в плейлисты, открывается большое количество папочек, выбираете в нужную вам, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарий, не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, нас уже так очень много. Огромнейший привет, слова благодарности. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши теплые отзывы, слова. Я к вам с новым узорчиком. Узорчик не новый, узорчик вы такой наверняка видели, но я хотела показать новичкам, кто, возможно, его еще не знает. Пряжа у нас тоже не новая, мы такой пряжей уже работали. Называется она Yarn Art Super Perle. Это получается стопроцентный акрил. Единственное, что у меня вот палитра такая появилась, новый цвет в палитре. В 100 граммах находится здесь 400 метров. И нам говорит производитель, берите крючок, вот, 3 миллиметра. Сфокусируйся, вот она, 3 миллиметра. Мы берем с вами любой крючок, который у нас есть, 3 миллиметра, да, но я, по крайней мере, беру 3 миллиметра, вы смотрите по своей плотности вязания. Если у вас другая пряжа, смотрите точно так же на аннотацию, какой крючок вам советуют. Если хотите поплотнее, крючок потоньше. Если хотите вязание более рыхлое, да, крючок берете, естественно, потолще. Итак, сразу же по цвету, чтобы не забыла. Цвет очень интересный, такой ярко-розовый, 242. Но он не кислотный, он приятный для глаза и, в принципе, передается точно таким же, как он есть на самом деле. Ну, а беленький-то получается стандартный цвет, 150. Давайте начнем с беленького, а потом будем добавлять как бы элементы декора вот таким цветным, цветной ниточкой. Смотрите, вы можете брать любую пряжу, любого цвета. Вы можете брать один цвет, 2, 3, 4, 5, 10 и так далее. То есть как вам угодно. Вы можете взять хоть из полиэфирного шнура, да, вы можете хоть из хлопка. Я показываю принцип узорчика, а вы переносите на свою пряжу. Договорились? Ну что, свяжем? Так, решила начать я с беленького. Я прилагаю схемку. Схемка хорошего качества, смотрите, рассчитывайте для себя, для своих изделий. Получается раппорт узорчика по схемке 10 петелек. Я наберу, получается, 3 раппорта, и дополнительно я наберу еще справа и слева петелек, чтобы у меня узорчик красиво закончился, и плюс ко всему, чтобы были кромочные петельки. Итого, получается, я наберу 45 воздушных петелек. Угу. А вы смотрите для себя, как вам будет удобнее. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. Так, а теперь набираю 45 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку. Ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Вот эти вот самые первые 3 петельки, которые мы набрали, это тоже имитация столбика. То есть у нас сейчас уже 2 столбика с накидом. Раз, два. Теперь мы с вами делаем еще следующие петельки, ну, в каждую петельку цепочки мы делаем еще таких 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4 и 5. То есть получается, если смотрите на схемку, да, то есть вот они 5 столбиков, а эти 2 столбика я сделала как бы кромочные столбики. То, чтобы краешек нашего узорчика был ровненький. Итак, итого получается 7 столбиков с накидом. Далее воздушная петелька. Одну петельку в цепочке пропускаем. И в следующей петельке начинаем провязывать 9 столбиков с накидом. Понятно? 9. Повторяйте. Смотрите на схемку, повторяйте. Раз. В следующую петельку. 2. Первоначальный ряд всегда набирается чуть медленнее, чем все остальные. Поэтому, новички, не пугайтесь. Набирайте потихонечку, аккуратно, медитативно. Так, теперь 3 сделали. Дальше 4.
Следующий столбик, получается петелька, 5 столбик с накидом. Дальше 6, 7, 8, 9. Вот, и получается, вот наше окошечко, да, из одной воздушной петельки и 9 столбиков с накидом. Вот наш раппорт нашего узорчика. То есть далее что мы делаем? Опять воздушная петелька. Мы пропускаем одну петельку в цепочке, так, аккуратненько. И в следующую петельку начинаем провязывать точно так же 9 столбиков с накидом. То есть ряд вообще не сложный. Так вы провязываете до конца вашего ряда, сколько вы набрали петелек, да. Может быть столько же, сколько и я, может быть меньше, может быть больше. Самое главное 9 столбиков и 1 воздушная петелька. Угу. Все, несложно. Давайте до конца ряда аккуратненько. В конце ряда я вас встречу. Договорились? И получится вот такая вот первоначальная красота. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот аккуратненькая дорожка. Закончили мы точно так же, как и начали. Получается 5 столбиков провязали. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эти вот 2 последних кромочных столбика. Ну, вязание крючком кромочных нет, но вот я вот, чтобы выровнять краешек, красивым сделать. Далее что мы делаем? Мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Это получается имитация тоже столбика, да? Далее смотрите, опять мы провязываем наш кромочный, так скажем, да, столбик. А далее по схемке, по узорчику у нас должно быть 3 столбика с накидом. Вяжем 1, 2, 3. Далее делаем воздушную петельку, пропускаем 1 столбик снизу и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Сделали окошечко. Угу. Дальше опять воздушная петелька, пропускаем вот наше окошечко и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Мы сделали уже 2 окошечка. Воздушная петелька, опять пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Вот. У нас получается 3 окошечка. Видите, да? Вот. Далее мы делаем что? Считаем вот как бы этот столбик как первый, да, и еще провязываем 4 столбика. Второй, третий, четвертый и 5. То есть по итогу у нас здесь должно быть 5 столбиков с накидом. И опять повторяем 3 окошечка. Итак, воздушная петелька. 1 столбик пропустили, в следующий провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Вот наше окошечко. Мы пропускаем его, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Вот у нас уже 2 окошечка. И воздушная петелька. Столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. И это у нас первый столбик из следующих 5 столбиков. Видите? Опять 3 окошечка. Далее опять 5 столбиков, 3 окошечка, 5 столбиков, 3 окошечка до конца ряда. Несложно. Угу. Давайте, а в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши 3 окошечка готовы через 5 столбиков. И закончили, получается, 5 столбиками. Да? То есть 3 столбика у нас по узорчику, а 2 я придумала кромочных. Идем далее. Смотрите. Дальше. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот эти вот мои кромочные, да, вот этот столбик первый, вот второй столбик получается, я буду провязывать столбиками с накидом. А далее идем по узорчику. У меня идет столбик с накидом, следующий столбик, воздушная петелька, пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. То есть окошечко, да, сформировалось, видите, да? Воздушная петелька, пропускаем окошечко и в следующий столбик провязываем столбик. Второе окошечко, воздушная петелька, пропускаем опять окошечко, в следующий столбик, столбик, окошечко, воздушная петелька, опять пропускаем окошечко, в следующий столбик, вяжем столбик с накидом, еще одно окошечко. И смотрите, дальше мы делаем 5 воздушная петелька, пропускаем столбик, в следующий столбик, вяжем столбик с накидом. Мы формируем окошечко дальше. Воздушная петелька, пропускаем столбик и в следующий столбик, столбик с накидом. Все, у нас, смотрите, по схемке у нас весь ряд состоит из окошечек. Не сложно? Не сложно. Вот так вот и шагаете. Там, где у вас окошечки уже есть, вы над ними провязываете окошечки. Там, где у вас столбики, вы просто шагаете через столбик, формируете еще окошечки. Понятно? Не сложно? Вообще не сложно. Справится любой. Так что давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Все. Весь ряд делайте окошечками. Столбик, воздушная, столбик, воздушная, столбик, воздушная. В конце ряда я вас встречаю.
Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца весь наш ряд. Он состоит из одних окошечек. И здесь я заканчиваю свое вязание своими двумя кромочными столбиками. Если вы вяжете точно так же, то тоже провязывайте кромочные столбики. Если нет, то будем переключаться на узорчик. Итак, смотрите, я, получается, провязываю последний столбик, но не до конца. 2 петельки и стоп. Потому что я хочу ввести новую ниточку, новый цвет. Смотрите, новички, кто еще не знает, как мы вводим новую ниточку. Последние 2 петельки столбика, любого, неважно какого, с одним накидом, с двумя, с тремя накидами, без накида. Вот именно 2 последние петельки мы как раз провязываем новым цветом. То есть получается ряд, видите, заканчивается еще белой ниточкой, но в процессе вязания уже есть розовая. И далее по узорчику вяжем. У меня 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь я могу спокойно подтянуть беленькую, спокойно подтянуть розовенькую, поворот. И теперь я провязываю свой кромочный, получается, столбик. Раз. А затем столбик по узорчику, то есть до первого окошечка. Так? Вот, столбиками с накидом. Теперь будет самое интересное. Смотрите внимательно. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь делаем накид. И мы будем шагать по нашим окошечкам. Вот это вот первое окошечко назовем как бы третий этаж. Да? Вот первый этаж, второй этаж, третий этаж. В окошечко третьего этажа нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Накид. Нырнули, вытянули, держим на крючке. И третий раз. Нырнули, вытянули, держим на крючке. Далее. Накид. Спускаемся, получается, вот наш второй этаж. Вот первое окошечко второго этажа. Спустились, накид, вытянули ниточку до уровня всех петелек. Да? Не затягиваем, чтобы у нас узорчик не зажулькался. Накид. Еще раз точно так же сюда же. Вытянули ниточку и накид третий раз. Держим все на крючке. И спускаемся, получается, вот на наш первый этаж. Одно окошечко здесь. Нырнули с накидом, вытянули ниточку, и еще больше подтягиваем, чтобы у нас уже узорчик не зажулькался. Второй раз точно так же с накидом. И третий раз. Все, мы спустились на первый этаж. Теперь будем опять подниматься. Второй этаж, потом третий этаж. Итак, накид. На втором этаже раз, накид, два, накид, три. И на третий этаж. Накид. Раз, накид. 2, накид, 3. А теперь смотрите, мы вот так вот берем нашу рабочую ниточку левой рукой, видите, первым пальцем держим ее, захватываем крючком, а ниточку левой рукой держим. И протягиваем эту ниточку через все петельки, которые у нас есть на крючке. Аккуратненько, медленно. Ну, потом будете, конечно, быстрее. Вот так вот все протянули. Так. И вот эту вот ниточку, которую я держала, вот она. Видите? Мы, получается, так ее и держим. Все подтягиваем, чтобы у нас получилось очень красиво. Но ниточку я держу. Далее, смотрите, я вот в эту петельку ныряю, ниточку, которую я держу. Вытягиваю через нее вот так вот петельку. Так, и ее же протягиваю через петельку на крючке. Оп, понятно? И у меня получился вот такой вот интересный листик. Далее я делаю 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите. Вот получается наше окошечко, как ориентир, да? Я ныряю, получается, в это окошечко, делаю столбик с накидом раз. Далее я ныряю в верхушку столбика следующего, столбик с накидом 2. И опять в окошечко, столбик с накидом 3. Понятно? Вот такая красота. Далее я делаю 2 воздушные петельки. Раз, два. И повторяю все то же самое. Видите, у меня готов как бы такая пирамидка готова для следующего листочка. Давайте еще раз вместе. Накид. Ныряю вот в это же окошечко, где только что провязали столбик. Нырнула, вытянула ниточку. Раз. Нырнула. 2. Нырнула. 3. Накид. На второй этаж спускаемся. Раз. Накид. 2. Накид. 3. И на первый этаж спускаемся. Накид. Подтягиваем хорошенько. Раз. Накид. 2. Накид. 3. А теперь наоборот поднимаюсь на второй этаж, потом на третий. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Все держу на крючке. И последнее окошечко. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. Да, получается, держу ниточку левой рукой и протягиваю эту ниточку через все петельки на крючке. Аккуратненько тащу, 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 тащу. Вот у меня осталась последняя петелька. Раз. И теперь петельку, которую я держу, так, я ее продолжаю держать, ниточку рабочую, получается, вот этими пальчиками я подтягиваю, чтобы затянуть. Теперь нырнула в эту петельку, вытянула ниточку и ее же провязала через петельку на крючке. Все.
Вот мои листики. Опять сделала 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Нырнула сюда же, в это же окошечко, столбик с накидом. В столбик с накидом. И в следующее окошечко столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки и повторяю тот же самый листочек. Сколько у вас непосредственно по длине сделан ваш образец, вы делаете столько листочков. Хорошо? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Смотрим, что получается. Так, смотрите, вот такая у нас красота получается, растет красота наша, да? И вот, получается, последний столбик мы провязываем не в это же окошечко, да, а уже просто столбик в столбик. И вот мои 2 последних кромочных столбика, которые я себе придумала. Раз и 2. В третью петельку подъема. Все, ряд наш закончен. Вот так вот сделали воздушную петельку, подтянули, все. Ниточку мы, в принципе, то можем отрезать, потому что мы потом будем провязывать ее аж через 3 ряда. Теперь наша с вами задача взять белой ниточкой и повторить все то же самое, что мы с вами провязывали. То есть, смотрите, присоединяемся. Вот ниточку я не отрезала, вы можете отрезать. Вы можете начать с этой стороны, да, раз, два, три, то есть как вам угодно, либо с этой стороны. То есть можете отрезать, можете не отрезать. А может быть, вы присоедините уже другой цвет, третий, то есть на ваше усмотрение. Я вернусь к первому, к беленькой ниточке. Итак, я берусь, вот у меня были 3 петельки подъема, за третью петельку и аккуратненько, сильно белую ниточку не натягиваю, просто тихонечко подтягиваю, так вот раз, и ввела ее, получается, в вязание. Все, теперь у меня по узорчику будет 3 петельки подъема, раз, два, три. Далее, получается, я провязываю свои столбики. Вот столбик раз и столбик 2. Помните, да, то есть в самом начале, то есть мы непосредственно смотрим вот на наш первый самый ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То есть мы должны будем здесь точно так же провязать 7 наших столбиков. Получается, раз, два, три мы по столбикам провязали. Четыре, 5, 6, 7 и воздушная петелька. Так, получается, мы перескакиваем через верхушку вот нашего листочка и в следующую арочку. И провязываем точно так же по порядочку. Вначале мы сюда провязываем 3 столбика в эту арочку. Раз, два, три. Далее у нас идут 3 столбика. Раз, два, три. Получается, за верхушечки каждого беремся. Еще раз, два, три. И опять в арочку ныряем и провязываем еще 3 столбика. Раз, два, три. Итого получается у нас 9 столбиков. Помните, да? Вот мы провязывали здесь 9 столбиков. Опять воздушная петелька. И опять перепрыгиваем в следующую арочку. В арочку 3 столбика с накидом. Так. 3 столбика, которые у нас идут розового цвета, их тоже провязываем. Да, как 3 столбика с накидом. Опять арочка 3 столбика с накидом. И окошечко, да, делаем. 1 воздушная петелька. И так далее до конца ряда. Несложно. Давайте самостоятельно вы справитесь. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Теперь что мы с вами делаем? Смотрите. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Ну, моя кромочная, да, получается, сторона. И дальше мы опять с вами провязываем. То есть делаем точно так же перед нашим таким окошечком. Окошечко, окошечко, окошечко. Помните, да? То есть мы опять с вами провязываем столбики с накидом. По итогу получается у нас 5 столбиков, воздушная петелька и столбик в столбик. То есть пропускаем 1 столбик, да, делаем окошечко. Воздушная петелька, окошечко пропускаем, следующий столбик, опять столбик. Вспоминаете, да, как мы вязали? Воздушная петелька и формируем 3 окошечко. Далее у нас получается идут с вами 5 столбиков с накидом. Ну, мы этот столбик тоже уже считаем. Раз, два, три, 4, 5 и опять формируем 3 окошечка. Вспомнили? Вот, несложно. Если что, смотрите, вот второй ряд полностью повторяйте, либо же перематывайте на второй ряд на видео и все то же самое повторяйте до конца ряда. Давайте до конца ряда, тут я вас еще раз встречу. Так, еще один ряд у нас получается закончен, да? И дальше следующий ряд, помните, да, у нас состоит весь полностью из окошечек.
Но тут я, конечно, показываю сначала свои кромочные, да, столбики. И вот со следующего столбика начинается узорчик. Итак, столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем один столбик, следующий столбик с накидом. Опять воздушная петелька, пропускаем окошечко, столбик в столбик. Воздушная петелька, пропускаем окошечко, столбик в столбик. Воздушная петелька, пропускаем окошечко, столбик в столбик. Воздушная петелька, пропускаем столбик и через столбик, да, шагаем, делаем окошечко еще одно. Воздушная петелька, опять столбик пропустили и в следующий столбик провязали наш столбик с накидом. Все. То есть весь ряд состоит из окошечек. Вспомнили? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, весь ряд окошечек у нас готов. Теперь нам необходимо будет сделать вот такие же листочки, да? Вы можете делать как? Вы можете этим же цветом, вы можете взять совсем другой цвет, то есть на ваше усмотрение. Я вернусь к своему ярко-розовому цвету. То есть я захотела сделать как бы узорчик свой двухцветным, то есть не разноцветным, двухцветным. А вы можете брать моточки старенькие, да, то есть можете брать остаточки, и будет очень даже шикарно. Итак, повторяем. 2 последние петельки столбика, да, то есть неважно какого, у нас в нашем случае столбик с накидом, провязываем 2 последние петельки новым цветом. Все. Ряд заканчивается белой ниточкой, но в вязании уже есть розовая. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Тут можно подтянуть беленькую, подтянуть розовенькую. Поворот. И здесь получается я провязываю свои столбики, провязываю их столбиками с накидом. 1 и 2. Все, дошла до окошечек. Помните, да, наши? Получается, вот наши, там, где у нас как бы окошечко было над лепесточком, да, вот таким листочком, это будет первый этаж. Далее второй, третий. Понятно? Итак, 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Первое окошечко шагаем. Накид 1, накид 2, накид в окошечко 3. Вы можете делать и 4, и 5, да? Тогда будут, естественно, столбики более пышными, более такими вздутенькими. И будет, конечно, красиво, но не забывайте, что пряжи кушает много. Дальше. Спускаемся на второй этаж. Накид. 1, накид 2, накид 3. И дальше самый первый наш, получается, ряд, вот именно над листочком. Спускаемся сюда. Накид 1, подтягиваем хорошенько ниточку, чтобы не дожулькать наш узорчик. Накид сюда же 2, накид сюда же 3. И обратно поднимаемся как по ступенькам. Второй этаж. Накид 1, накид 2, накид 3. И далее на самый верхний этаж, на третий. Накид 1. Хорошенько подтягиваем. Накид 2, накид 3. Держим ниточку левой рукой, захватываем крючком и протягиваем аккуратненько через все петельки. Свободно, хорошо идет. Ну, конечно, в зависимости от пряжи, какая у вас будет. Но в моем случае, в принципе, неплохо идет. До конца. Вот наша петелька, мы ее держим и подтягиваем рукой, пальчиками рабочую ниточку, чтобы затянуть наш листочек. Все, теперь мы, получается, когда все затянули, ныряем вот в эту петельку, которую держим, вытягиваем ниточку и ее же провязываем через петельку на крючке. Все, мы зафиксировали наш листочек. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ныряем в этот же, получается, окошечко, столбик с накидом. В столбик, следующий столбик с накидом. И в следующее окошечко, столбик с накидом. Далее мы будем делать 2 воздушные петельки. И опять нырять в это окошко, в это. И получится у нас еще один листочек. Угу. Все. Принцип вам уже понятен. Вы уже провязали один вертикальный раппорт узорчика. Мы уже начали второй. Давайте до конца самостоятельно. Увеличим наш образец несколько рядочков, да, кто хочет. Посмотрим, что в итоге получается. Получается неплохо, согласитесь. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Да, в моем случае получилось 3 вертикальных раппорта. 1, 2, 3. Каждый, получается, вертикальный раппорт это 4 ряда, да, из столбиков. 3 белых и 1 розовый. И смотрите, как я еще закончила, получается, все провязала столбиками, а там, где мы, помните, делали, да, воздушную петельку, да, вот у нас было как бы такое окошечко, я провязала за верхушку данного листочка, но не обычным столбиком, а удлиненным. То есть я не провязала не 2 петельки, а вначале 1, 2, 2. Мы уже удлиненные столбики делали в узорчиках. Вот такая вот получается красота. Красота у нас двусторонняя. Так,
Видите? То есть и та, и другая сторона красиво смотрится. В первую очередь я данный узорчик увидела в пледах. То есть у вас может быть лепесточки одного цвета, могут быть каждый раз разный цвет, да, то есть как бы такое вот разноцветие. А может быть также два цвета, можете, может быть, три цвета менять друг с дружкой, на ваше усмотрение. Узорчик хорошо тянется, потому что ж наш много воздушных петелек, правильно? Вот. Вот такая вот красота. Давайте замерим. Я, получается, провязывала, ну, набирала я 45 воздушных петелек. Посмотрим, сколько это получается в сантиметрах. Итак, если это же получается пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, 45 воздушных петелек, у нас получится 21 сантиметр. А тут получается раз, два, три и розовый это 4 ряда, то есть 4, 8, 12 и последний это 13 ряд. Это у нас получается тоже, смотрите, 13 сантиметров. Сколько рядов, столько сантиметров. Отлично, отлично. Итак, мы решили, да, но я решила, что это в первую очередь пледик. Дальше это у вас кардиганчики, кофточки различные. Опять же, меняйте пряжу, да, на более тоненькую, это будут летние топики, маечки, да, на более легкую пряжу. Если это будет более широкая такая, да, толстая пряжа, вплоть до полиэфирного шнура, это что? Это ковры, это чехлы, это сидушки, это накидушки и так далее, и так далее. Еще хотела вам показать, мы вязали наподобие данного узорчика, да, то есть был данный декоративный элемент в квадратном мотиве. Я покажу, сделаю вам ссылочку сверху на этот квадратный мотивчик. У меня получился вот такой вот пледик интересный. Я показывала его в инстаграме, то есть был онлайн-проект. Вот такие вот квадратные мотивчики. То есть если вы захотите связать точно такие же элементики, смотрите на ссылочку и вяжите с удовольствием. Плед, конечно, большой, весь я вам показать не смогу, но очень шикарно, очень интересно получилось. Вот. Такая вот красота получается с данным элементом. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новинки на канале. Внизу под видео стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь в соцсетях заранее. Спасибо большое. А также нажимайте на плюсик. Так вы сохраните видео у себя в плейлистах. Можете назвать плейлисты, как вы хотите. И будете смотреть видео в удобное для вас время. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.